Привет, красотки, и это новый влог. Что я вам расскажу в этом выпуске? Я еще не знаю, потому что я его записываю перед тем, как буду его снимать. Но точно будет. Сегодня нам придет новая посылка с Америки. Я надеюсь, она до нас доедет сегодня вечером. Я покажу, что мы заказали. Там совсем мало, но очень интересно. Потом, я думаю, что мы что-нибудь вкусненько приготовим. Сейчас мы с Даниэлем гуляем. А завтра у нас День учителя. Это 12 11, я не знаю, какое сегодня число. 11 сентября, наверное, День учителя отмечается в Аргентине. И завтра у нас выходной. Дети завтра не идут в школу, чтобы дать выходной учителям. Завтра мы проведем все вместе этот будний день, вместе с Тимошей. А вечером, ближе к вечеру, мы поедем в новую игровую, которую у нас здесь недавно открыли. Монтессори, мы там еще не были. Это игровое кафе, чтобы родители могли покушать, там, я не знаю, попить что-то. А детишки в этот момент играли. Мне самой очень интересно. Мы первый раз с Даниэлем пойдем в игровую комнату. Так что оставайтесь с нами. Это наша детская площадка. У нас вот барио. Какие качельки. Потом вот такая лазилка. Кстати, все это детишки очень любят. Тима и Даня тоже любят. И горка. И качели для малышей и для детишек постарше. Вот на прошлой неделе нас насыпали новый песочек. Прям попкой! Попкой в песочек, в мокрый. Мы с Даней, смотрите, какую красоту обнаружили. Вот это, получается, новенькие листочки уже лезут, а вот это вот еще старые, не опали. Очень, очень необычно. У нас, кстати, через 11 дней начинается весна. Я, кстати, до сих пор не могу привыкнуть к переменам временам года. Точнее, как не могу привыкнуть? Я не могу сообразить сразу же, когда мне там что-то говорят, например, в мае, я не могу понять вообще, что это за сезон, какая будет погода. I love you. I love you. I love you. Котеночек. Дай маму поцелует. Нет? Мы уже дома, вернулись. Таня пообедал только что, я пью кофеечек. У меня очень красивая кружка. Мне ее, кстати, подарил Тима. 15 лет Старбаксу в Аргентине. Это было, по-моему, в прошлом году. В общем, тут всякие аргентинские достопримечательности. Мне очень нравится. Ку-ку! Ты разорил там игрушки? Я хочу немножко разобраться тут в Даниных игрушках, а то у нас вечный какой-то бардак. Вот, хочу книжки, те, которые ему нравятся по возрасту, поставить в одно место, а те, до которых он еще, например, не дорос, у нас есть такие вот, например, про котенка, шмяка, да, которым сейчас не очень нравится читать, я их хочу убрать. Смотри, да, котенок Шмяк, его младшая сестра и старший братик делают новые поделки для мамы и папы. Да. Смотрите, что я смысл. У меня сегодня день заготовок еды для Дани. Сейчас я здесь делаю тыковку и морковку тушу. Это будет пюре. Я соберу их в паучи. Вот такие у меня есть. Ага, у меня ничего нет. Они закончились, надо их сейчас помыть. И буду делать суп. У меня только одна кастрюля, а проварка помещается только в большую кастрюлю, поэтому сейчас я сделала основу для пюре, и пока она будет готовиться, я сделаю все для супа и поставлю отдельно сейчас вариться курочку. Не знаю почему, но у нас в Аргентине курица продается вот с этими ножками. Ну, то есть куриная грудка, она вот получается без кости, при этом они оставляют вот этот хрящик и вот эти вот лапки. Я сейчас эти лапки обрежу, кину вот сюда в кастрюльку и вот такой вот кусочек, вот это вот косточки, и вот это мясо я всегда варю отдельно, потом сливаю и только потом уже, когда суп почти готов, добавляю в суп. Кто у нас уже проснулся? Данечка! Данечка проснулся. Недовольный, как всегда.
У меня здесь уже заготовка для пюре. Морковка, тыква и яблоко. Я добавила немного воды и сейчас все это блендером сделаю. Хочешь пробовать? Даня решил все попробовать. Да. В надежде, что там нет тыквы, морковки. А есть бананчик, груша и авокадо, как в прошлый раз было. И Шелби, который яблоко пытается достать. Мы сейчас собираемся за Тимошей, перед этим заедем в овощную палатку и купим там большой лаваш для того, чтобы сделать себе вечером ужин. Мы приехали в школу за Тимошкой, ставим машину, поскольку у нас, да, школа находится за городом, то все родители забирают на машинах своих детей, и здесь на парковке просто происходит целый хаос. Наша школа, Тимин-класс заканчивает 16:20, детский сад заканчивает в 4 часа, полная группа. И вот, получается, кто приезжает за детьми из детского сада, начинает уезжать и приезжают уже за школьниками. Я хотела с вами поболтать на тему отложенной жизни. Я думаю, эта тема очень многим актуальна, потому что мы всегда надеемся, да, и верим, что вот сейчас, вот-вот, сейчас больше заработаю, деньги будут, дети вырастут, и вот тогда я заживу, да. Но этот момент никогда не наступает. Или там, например, по поводу ведения там социальных сетей, блогов и того-то еще. Я в целом не могу сказать, что я на 100% живу в вот этом эффекте отложенной жизни. Я в каких-то моментах я всегда здесь. Но у меня есть другая сторона отложенной жизни, о ней сейчас расскажу чуть позже. Я в моменте, да, в теме эмоций, например, в теме путешествий, я никогда не откладываю это на потом. Даже если у меня маленький там Даниэль, я все равно найду способ, как нам пойти, не знаю, в поход или куда-то еще, если я этого действительно хочу. Там в кафе, хоть с Даниэлем очень тяжело сидеть в кафе, но я все равно, как бы, если я захочу, я все равно это сделаю. Но мы когда переезжали из России в Аргентину, точнее, мы сначала уехали в Грузию, а потом мы приехали из Грузии сюда, в Россию, на 2 месяца, и продавали свои вещи. И знаете, это была такая боль для меня, когда ты продаешь там, ну, практически свои новые вещи, свои любимые вещи. Ты понимаешь, что ты не можешь их увезти, они тебе больше не нужны, они наоборот как груз для твоих родителей, для твоих родственников, в моем случае, все вещи остались у моих родителей, то есть, да, как груз вот этого вот барахла, с которым им дальше жить. И мне нужно было от большинства вещей избавиться, и это было очень тяжело, потому что я понимала, сколько денег на это все потрачено, времени, там, поисков, не всеми вещами я успела попользоваться там в той мере, да, и некоторые вещи были действительно в новом состоянии. И сейчас, когда мы живем здесь, в Аргентине, я всегда живу вот с этим моментом отложенной жизни, что я себе в целом из вещей покупаю очень-очень мало. Покупаю только какие-то важные, там Саня гуляет, Шелби, покупаю какие-то самые важные, необходимые вещи. И знаете, с одной стороны, как-то мне вроде это нравится, это в какой-то степени минимализм и осознанное потребление, а с другой стороны, я отказываю себе во многих вещах. И когда я думаю, что зачем я отказываю, если я могу это купить, потом я представляю о том, что я отсюда уеду, и мне это все придется снова продавать, и снова испытывать вот это чувство потери своих вещей, которыми ты еще не успел попользоваться так, как ты хотел.
И я очень люблю комнатные растения. В России у меня было очень много-много разных красивых пальм, там, монстер и всего остального. И здесь, когда мы сюда приехали, я себе в этом отказывала. Я помню, я купила себе одну монстеру, потом она очень сильно разрослась, а я так радовалась, там, каждую ее листочку. Она очень сильно разрослась, и когда мы переезжали в другой город из Буэнос-Айреса, я не смогла ее взять, потому что она просто не влезла в машину. То есть, если бы мы, может быть, еще по городу переезжали, то я бы взяла. А поскольку мы переезжали в город, который находится там 400 километров от Буэнос-Айреса, я не смогла ее взять. И я ее продала. И когда мы переехали уже сюда, у меня вот, я тоже недавно купила себе 2 еще растения, ну и все. И знаете, когда я вот анализировала свое состояние по поводу того, как мне помочь выйти из себя из этого апатичного состояния, я поняла, что нужно больше себя радовать. Да, возможно, я не могу купить те вещи. Да, я могу это сделать, я могу там купить больше мебели, больше украшений. Но зачем? Ну, просто зачем? Если мне с этим придется расставаться там через какое-то небольшое количество времени. То есть там не через 10 лет, когда они все испортятся. Вот. И поэтому я решила, что какими-то мелочами надо себя радовать и выбирать из этих мелочей самое такое, что тебе больше всего нравится. Вот для меня это комнатные растения. Потом их можно продать, отдать, я не знаю, дать другую жизнь. Да хоть выставить около помойки, их обязательно заберут, потому что у нас здесь тепло и много людей. Короче, они не пропадут. Вот. И я в ближайшие дни, не знаю, на этой неделе, на следующей неделе, посмотрим, хочу съездить на рынок и закупиться там 2-3 каких-нибудь цветочков взять. Ну что, у нас сейчас 7 часов вечера. Даниэль попросился спать. Я стараюсь сейчас класть его в 8, чтобы сдвинуть его сон. Он обычно всегда в 7 ложился. Но ложился в 7, когда ходил в детский сад, и в целом он там в 6:30, в 7 вставал, что было окей. Но сейчас Даниэль не ходит в детский сад, и я хотела бы передвинуть его сон на 8 часов вечера, чтобы он засыпал, и там часов там в 7-8 он вставал. Но как только вот уже сколько неделю я пытаюсь, время 7 часов, Даниэль все, наотрез хочет спать, и сейчас я его положила, вот он сейчас засыпает. У нас сейчас маринуется курочка здесь для шаурмы. И я не показала вам суп, который приготовила, так что Тима сейчас на ужин хочет суп, а мы будем шаурму. Та-дам! И еще ту пойду зажгу тоже. Я сейчас с блестящим лицом, потому что пока купала Даниэля, уже сделала массаж гуаша и стараюсь именно совмещать. Пока Даниэль купается, я там в перерывах играю с ним, плюс либо розмариновую воду на волосы делаю, либо там делаю массаж гуаша, кремики. И если я там не иду сегодня в душ, то уже прям полностью делаю ночной уход и все. Ну да, ты притащил. Кайф. Тим. Даня спать пошел. Я не знал. Пришел наш очень долгожданный заказ с Amazon. Он скромненький, маленький, но очень-очень долгожданный. Дане и Тиме. Держи, открывай. Только аккуратно. Да все, вытаскиваю уже. Написано, поймешь. Мы заказали Тимошу бутылку. Вот такую для воды. Классную, красивую. И Дане стикербук. Заказал на сдачу, так сказать. Да, вот такое здесь поле. Это многоразовые наклейки. Вот, сюда на это поле они клеются и потом склеиваются уже на поле. Вот. Очень качественные наклейки, офигенно, мне очень нравится. Причем стоило что очень немного, там, $5 или 6. Ну, короче, немного. Бутылка очень классная, прям вообще, мне очень нравится. Классная покупка. У коробки такое состояние, как будто она через весь мир ехала. Она через полмира ехала. Полмира. Тут до Майами там чуть-чуть совсем. Ну что? Рукой подать. Ну давай. Готово? Давай. Ну что ты делаешь? Это не нежно. Это не нежно.
Это как iPad. Это по толщине iPad. Я это испытывала месяц назад. Мы тоже мне купили ноутбук месяц назад, и я его открывала. Так что у меня зависти нет, я не завидую тебе. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Саша себе заказал MacBook Air последнего поколения, 16. Он огромный, вообще огромнейший, конечно. И это, о май гад, это его предыдущий ноутбук. Мы его покупали в Нью-Йорке в 2019 году, да? Да. Нифига себе, конечно. Слушай, ну я надеюсь, ты теперь будешь продуктивным. Можем твой поставить, сравнить хочешь? Как в магазине. Саня, вон планшет. Сейчас я схожу за своим ноутбуком. Вот мой ноутбук. У меня MacBook Pro, тоже последнего поколения. Но он прям очень толстый. Ну вот это по сравнению с Тебе не этим, жирно, не? Ну, мне нравится. Не жирноватенько? У меня другая зарядка. У MacBook Pro она большая и быстрая. А вот здесь 2 штучки есть. Клево. И вот это, конечно, такой красивый провод. И видите, они стали провода делать под цвет ноутбука. Вот такой. А у меня не такого цвета. У меня вот как цвет моего ноутбука. И наклеечки серебряные. Круто. А у меня были какие? Тоже какого-то необычного цвета. Нет, необычные белые тоже были такие. Я Тимону их отдала. Саня сравнивает. Пора уже обзоры на ютубе снимать. Ну ладно, этот уже убери, старичок. Ему на пенсию пора. Очень вкусно, я уверена. Обожаю. Это мое самое любимое блюдо. Доброе утро, девочки. У нас следующий день. Сегодня у нас по плану. Сейчас я соберусь, сделаю розмариновую воду на волосы. Мы пойдем погуляем, потом Даня поспит, я схожу в душ, поработаю. А потом мы соберемся и поедем в игровую новую, которую у нас открыли здесь в Монтессори. Я сейчас делаю массаж гуаша 2 раза в день. Хочу вообще посмотреть эффект. И у меня в последнее время какие-то очень сильные отеки по утрам. Ну что там происходит у вас, мальчики? Даниэль, иди сюда. Даня, что случилось? Не могу объяснить. Ну просто iPad бил. Помнишь? Дай-ка из моей комнаты не выносит. Кто это такой? Бобрик. Розмариновую воду я сделала и хочу на длину сейчас сделать масло для волос и вот такую маску. В прошлый раз делала кокосовое масло, просто наносила на длину волос. А сейчас я хочу сделать такую маску и пойду гулять с Зиной. Мы наконец-то собрались, пошли гулять в полном составе сегодня с Тимоном, потому что у нас сегодня день учителя и у всех выходной день. Ну, как у всех, тех, кто связан со школой. Держи. Короче, наклейки вообще просто потрясающие. Вот они многоразовые. Их можно переклеивать. Вот сюда. Вот сюда. Смотри, видишь, тут его друзья? Во! Я хотела объяснить нашу вчерашнюю щенячью радость по поводу покупок и посылки с Amazon. Наверное, если я буду находиться по ту сторону экрана и смотреть вас, например, из России, ну, смотреть себя из России, то я бы, наверное, удивилась, да, зачем они вообще, чему они радуются, наклейки, бутылка, зачем это вообще было заказывать, ну, это какие-то особенные или нет, это совершенно обычная бутылка там и наклейки.
У нас в Аргентине этого нет. Ну, то есть мы не можем. Здесь вообще нет ничего развлекательного для детей в плане книжек, пособий, да, здесь нет книжек с наклейками или книжек с заданиями. Тут этого просто нет. Здесь есть стикербуки, но они для взрослых детей. И там, знаете, типа стикербук из 250 наклеек, где там практически все наклейки там одинаковые. Вот. И даже если это бы у нас было, например, как бутылка все-таки, бутылка для воды, да, здесь можно купить, здесь есть разные бренды, пластиковые, железные, там, какие хочешь. И здесь очень популярен бренд Стэнли, его тоже можно купить, но цены у нас обычно в магазинах там дороже там в 3-4 раза. Например, я на день рождения Саши покупала термос Стэнли, я его покупала, как сейчас помню, примерно за $130 на литр, как такой же термос там в Америке на Walmart, например, в том же самом, стоит $25. Вот, то есть понимаете, да, разницу. И так в целом у нас со всеми вещами, и мы очень ограничены, поэтому мы часто, да, платим за доставку, но у нас все равно получается дешевле. Например, заказ на Амазоне, вот эта вот бутылка плюс наклейки мне обошлись ровно $50. Это плюс еще была доставка по Америке платная, потому что я хотела ее ускорить, и налог штата. Мне иногда платят за рекламу не деньгами, ну, такими настоящими, да, а подарочными картами Amazon, и они привязываются к моему аккаунту, то есть я их даже никому подарить там не могу, и я вот так вот их использую, и потом доставляю себе товары через помогаторов, помощников, там, байеров, не знаю, как они называются, вот, в общем, вот такие дела. Мне совсем не нравится наш шкаф, он просто бесполезный. Получается, да, смотрите, какой он, насколько он глубокий. То есть каждая полка очень глубокая, и, ну, никаких здесь мест, никаких ящиков для хранения нет. Вот здесь вот висят вещи Сашины, мои. Ну, в общем, это как-то все закидывается сюда. Я даже вот такие ящики заказала, но это все равно ничего не помогает. Не знаю, как мне навести здесь порядок, потому что я навожу здесь порядок раз в неделю, и все равно все грязно. Это мой помощник к маме пришел. Ты стену моешь, шкаф моет, да? Мама разбирается в шкафу, да, не моет. А потом нос протереть, отлично. Все, что мама делает, да, мама моет и нос протирает. Так, я прибралась, насколько у меня хватило времени. Здесь у меня лежит одежда домашняя, Данина, носочки, там трусики и штанишки, футболочки. Это уличная одежда Данина. Далее здесь что-то ничего не лежит. Там лежат мои бюстгальтеры, не знаю, как это, лифчики, короче, мои. Здесь нижнее белье. Тут опять же ничего, и здесь снова ничего. Что-то как-то пошло не так. Здесь Данины ночные памперсы. Тут лежат мои штаны. Там лежит одежда летняя, которую я сейчас не ношу. Это мой чай с лимоном, который мне сделала Саша. И там лежат многоразовые памперсы. Тут у нас получается Сашина полка. Здесь лежат его вещи. И тут висят просто мои вещи. И корзина с грязным бельем. У нас настал вечер, и мы приехали в игровую.
классно оказаться на улице. Когда такая тишина после этой игровой. Мне кажется, 3 дня надо отдыхать. Да? У нас такой красивый закат, сейчас покажу. Еще один плюс у нас здесь в баре, Тима там прикалывается, это то, что мы можем, короче, это то, что посылки у нас отдаются охранникам, и мы потом забираем эти посылки, когда нам удобно. Вот. Это очень огромный плюс, потому что иногда приезжают курьеры, когда нас вообще нет дома, а сюда просто приходишь, когда тебе удобно, например. Данечка очень устала после игровой. Маленький, мы сейчас приедем домой уже. Сейчас папа уже вон идет там, получает нашу посылочку, да? Сейчас выйдет папа. Вон папа несет посылочку. Вон там папа. Идем домой. Едем, да, ура! Поехали домой. Доброе утро, красотки. У нас сегодня 3-й день, как я снимаю влог, но я не планировала делать 3-й день. Хотела только 2, потому что, мне кажется, это хороший, комфортный формат и достаточно хорошая продолжительность, там плюс-минус 30 минут, мне кажется, это в целом достаточно. Но я вчера так быстро ушла и перестала вечером снимать, потому что, ну, просто у меня не было сил. Мы приехали домой, Даня начал сильно плакать, после игровой очень сильно перевозбудился. Он 3 раза упал, у него на подбородке синяк, и 2 раза он ударился головой. 1 раз лбом, а другой раз головой. Короче, туда, в эту игровую, мы больше не пойдем. По крайней мере, вот пока он такой неосознанный и маленький. Там точно небезопасно для таких детей, как Даниэль. Вот, я вчера его положила спать, но и сама просто была уже без сил. Мы приготовили Саше салат, покушали, там, покормили Тиму и в целом тоже пошли спать. А сегодня новый день. Не знаю, сейчас мы пойдем гулять, буду ли я снимать или нет, наверное, нет, потому что сегодня у меня по плану съемка моего другого YouTube-канала, сегодня буду убираться и снимать это, так что после того, как я погуляю с Даней, я займусь именно уже съемкой другого видео, и я думаю, что давайте мы попрощаемся с вами, увидимся, я думаю, через пару дней в новом влоге. Может быть, с наших выходных, может быть, с наших будней, я пока не знаю, не придумала. Я очень благодарна вам за то, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо вам огромное. Ставьте мне, пожалуйста, лайки, подписывайтесь. И увидимся скоро. Чао!